Всем привет, меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. Сегодня мы с вами поговорим о крутой афере Оли Шелби с костюмами, о том, почему на самом деле развелись Ким Кардашьян и Канье Уэст, и о том, кого Лев Лещенко считает недоразвитыми. Погнали! Минувшая премия Муз-ТВ оказалась не только церемонией награждения талантливых музыкантов, но и огромной площадкой для понтов. Каждый артист или блогер выходил в своих лучших нарядах, и, естественно, чем дороже он стоил, тем круче. И вот эту тенденцию решила высмеять Оля Шелби со своим парнем Димой Евтушенко. Пара и правда вышла на красную дорожку в нарядах, чья суммарная стоимость превышала 2 миллиона рублей. Оля признается, что ловила на себе кучу завистливых взглядов, но прикол в том, что после премии ребята пошли обратно в магазин и сдали весь этот шмот. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел на себя и подумал, ну какой же я молодец, какие же планы я придумал. Таким образом, они показали, что не стоит обращать внимание на внешнее богатство, потому что костюм, в котором пришла та или иная знаменитость, спокойно может быть выдан на прокат или же просто куплен, а потом сдан назад. На самом деле, я вообще считаю это оптимальным вариантом выхода на премию, потому что все равно то, что ты одеваешь под камерой, и то, в чем ты точно будешь много раз сфотографирован, ты больше 100% никуда не наденешь. Получается, что это наряд всего на один раз, и потом постепенно такие выходы входят в привычку. И проблема в том, как вы понимаете, я сейчас уже говорю про себя, что ты потом начинаешь так мыслить. То есть я засветился в этом уже на фотке в Инстаграме, значит, больше я это никуда не надену. Фу, гадость какая! И у тебя остается миллион шматья, которое как бы еще хорошее, но ты его больше принципиально не надеваешь. Именно поэтому мне очень понравилась эта идея со взятием одежды на прокат, особенно когда дело касается таких вот премий. Очень часто в своих выпусках я рассказываю о проблемах со здоровьем у блогеров. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот только за эту неделю то Марьяне Ро стало очень плохо из-за вакцины от ковида, то у Маши Маевой нашли камни в почках, но во все подробности я сейчас не буду вдаваться, потому что все-таки у меня не передача «Жить здорово-здорово». Однако один случай все-таки достоин внимания, пусть и в негативном ключе. Карина Аракелян опубликовала фото из больницы с как бы сломанной или поврежденной шеей и написала, что она упала со 2-го этажа заброшки, пока снимала видео. Но вместо слов сочувствия девушка получила один только хейт. И неудивительно, потому что больница оказалась не больницей, а съемочным павильоном, который сделан под больницу. Также на подозрение ее подписчиков навело, что она уж как-то очень быстро восстановилась после своей травмы, и ее отправили домой. Ну и, конечно, павильон для съемок в больничном стиле Карина не постаралась выбрать оригинальный, она сделала фото прямо там, где снимал Among Us Дима Масленник и несколько других блогеров. Что должно быть в голове у человека, который хайпует на травмированной шее, лично мне абсолютно не ясно. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Также абсолютно неясно, куда смотрят ее родители, особенно суровый папа, про которого Карина так много рассказывает. Неужели они разрешают дочери так обманывать аудиторию, и папа не объяснил дочке, что такое хорошо, а что такое плохо? Может, конечно, на подобный поступок Карину толкнула уходящая слава, которая, собственно, начала уходить с появлением тиктокеров. Но, думаю, для вас, как и для меня, это плохое оправдание подобному поступку. Ну и, конечно, мой выпуск был бы не выпуском, если бы я не осветила очередную новость, в которой обесценивается работа молодого поколения. Лев Лещенко, кто не знает, это такой очень крутой артист и певец, назвал современных селебрити ненастоящими людьми. Вернее, если дословно, он назвал их эмбрионами из Кунсткамеры. И сразу еще одно пояснение. Кунсткамера — это такой музей в Питере, в котором хранятся банки с таким, наверное, формалином, и в них хранятся эмбрионы со всякими отклонениями, типа с 3 руками, с 2 головами. В общем, дефективные эмбрионы, которым не суждено было родиться. Тут, конечно, понятное дело, что Льву Валерьяновичу уже столько лет, что он точно не стал бы хайпиться на подобных заявлениях, поэтому он просто высказал свое мнение, которое вот, собственно, является таким, как я только что сказала. Также он прибавил, что у современных блогеров нет профессии, а все их соревнования — это соревнования голых задниц и длины ног. Естественно, общество моментально поделилось на 2 лагеря. Кто-то сказал, что Лещенко и Долина, все они неправы,
самый что хейтит молодежь, а кто-то, собственно, их поддерживает. И в этом конфликте, на самом деле, я не могу принять ни ту, ни другую сторону, потому что, с одной стороны, ну, действительно, у блогеров, включая меня, нету в основном никаких супер навыков, даже поют посредственно, и, в общем-то, работа действительно не то, чтобы прям невероятно тяжелая и требующая какого-то супер таланта. Балдеж, слышишь, полный. С другой стороны, я считаю, что очень круто, что в 21 веке человек даже без особого таланта, навыков и всего того, что я перечислила раньше, может выбиться в люди. В общем, мое мнение вы услышали, а мне очень интересно почитать ваше в комментариях. Пожалуйста, напишите мне, что вы думаете на эту тему. Пока папарацци бегают за Канье Уэстом и пытаются уличить его то в лишнем весе, то в романе с Ириной Шейк, Ким Кардашьян наконец рассказала, в чем же все-таки была истинная причина развода. Интересно, интересненько. Она отметила, что ей уже 40 лет, она все-таки не молодая тетя, которая всего добилась сама, и теперь ей просто хочется женского счастья, стабильности и любимого мужа рядом. И вот в этом последнем муже рядом как раз-таки и проблема, потому что Канье то в постоянных разъездах, то вообще живет в другом штате, и семейная идиллия из этого всего как-то не сложилась. Это жизнь. Ким сказала, что устала бегать за мужем, и больше она этого делать не будет, после чего ее, естественно, поддержали ее фанаты и написали, что она права, а также пожалели ее за то, что Канье сразу же отписался от нее в Инстаграме после того, как она выложила твит, что будет любить его вечно. А пока старые секс-символы разбираются в своих отношениях, новые звезды не стремятся уйти на покой. Клава Кока в эфире вечернего Урганта призналась, что уже согласилась попозировать в эротическом наряде для журнала Playboy. Видимо, это закономерный шаг после ее образа на премии Муз-ТВ, когда ее облегал анатомический костюм, но под ним ничего не было видно. Теперь же фанаты наконец увидят ее формы, а мне бы хотелось сказать, что, если вы помните, я не очень люблю всю эту тему с обнаженными фотками. Игнорируем. Игнорируем! Вас нет, вас не существует. Но почему-то, когда дело касается Клавы Коки, я считаю, что вот ей грех не сняться. Мне кажется, у нее очень красивое эстетичное тело, прям такое, знаете, как должно быть у молодой аристократической девушки. Вот у меня какие-то такие ассоциации. Поэтому давайте пожелаем Клаве удачи в этой непростой съемке и будем надеяться, что это будет выглядеть не пошло, а очень эстетично и красиво. Если вы вдруг решили блеснуть знаниями сексуальных поз в ТикТоке, ну ведь и такое может быть, да, мы же никогда не знаем, что произойдет дальше, то, пожалуйста, трезво оцените свой вес и мебель, на которой вы все это будете снимать. Сейчас объясню, почему я вообще все это говорю. Одна девушка из США решила снять видео в ТикТок про сексуальные фетиши, но застряла в стуле так, что пришлось вызывать пожарных, чтобы они как бы вырезали ее оттуда. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. В общем, ситуация неприятная и абсолютно, конечно, идиотская, но зато вместо одного видео у нее есть другое, которое, возможно, зайдет даже лучше, чем ее первоначальная идея. Все же помнят, как LG раскрутил свой трек «Первая полоса» погони от полиции. Тогда все офигели от такой наглой пиар-компании и также узнали, что они с Настей Ивлеевой все еще вместе. И вот пиар на нарушении правил дорожного движения все-таки не прошел даром. Несмотря на то, что LG божился, что он не был пьяным за рулем и просто пошутил, за отказ от медосвидетельствования ему все-таки грозит лишение прав на 2 года. Честно, я не очень понимаю, как он изначально планировал, пошутив так, не лишиться на самом деле прав. Потому что ты, когда на месте, когда тебя остановили, отказываешься от медосвидетельствования, а потом спустя какое-то время говоришь: «Мамой клянусь, я не пил и скорость не превышал». Даю честное благородное слово. Такое, к сожалению, в нашей стране, да и вообще ни в одной цивилизованной стране не работает. Поэтому, видимо, в ближайшие 2 года Леша будет кататься только рядом с Настей. Оказывается, люди готовы отдавать большие деньги за любую фигню. Никогда такого не было, и вот опять. Недавно на Авито пачками начали появляться объявления о продажах стаканчиках Gucci с малой бронной. Причем стоимость такого обычного пластикового стаканчика просто с надписью Gucci составляет не сколько-нибудь, а 15 тысяч рублей. Я тем не занимаюсь.
Давайте опустим все сумасшествие подобного стартапа, а самое главное людей, которые готовы это покупать, и давайте оценим идею по-другому. Сама идея продавать это на самом деле неплохая, потому что все мы знаем, что какое-то время назад у нас были спросы на пакеты из ЦУМа левые, девушки брали розы в аренду, чтобы сфоткаться и, собственно, покупали эти пакеты, и, в принципе, стаканчики, по идее, должны тоже зайти. Но только цена в 15 тысяч рублей, это, конечно, сильно завышенная цена. Вот если бы они продавались по 1000, по 2 рублей, я думаю, что люди активнее бы их брали, потому что на самом деле существуют такие нищие сумасшедшие, которым понты дороже денег, и они готовы потратить последний косарь, чтобы сфоткаться с этим стаканчиком. В общем, в принципе, я думаю, что наживаться на глупости отдельных людей, когда это вот такая безобидная глупость, то это, в принципе, неплохо. И если ребята-продавцы все-таки снизят цену, то заработок может получиться очень неплохим. И вдогонку сразу вторая новость про странные и дорогущие покупки. Так, например, эксперты издания Vogue в шоке от того, что сотворил испанский дом моды Balenciaga. Они за 60 тысяч рублей продают туфли на каблуке, которые выглядят как галоши, к которым просто прикрепили какой-то вот, я не знаю, какую-то палочку. Сколько? За 60 тысяч рублей. Да ты шо, охуел? Галоши эти, чтобы вы понимали, похожи на кроксы, то есть представьте себе кроксы на каблуке. Для молодой аудитории также замечу, что в моем детстве, ну мне было где-то лет 13-14, были дико популярны кеды на каблуке. Вот прям в самых разных своих вариациях, просто такие кеды с каблуком. Даже Converse так делали, но либо это были их подделки, если честно, я не знаю точно. Короче, все эти кеды на каблуке были, естественно, трэшем, но тогда были модные, мы не понимали, что это трэш. Теперь это абсолютно ясно, но вот как снег на голову нам свалилась новая мода на галоши на каблуке. Лохни, мама, лохни. Это прям совсем трэш был бы даже для 2007 какого-нибудь года. В общем, пока остается надеяться, что здравый смысл восторжествует. Нет. И вся эта чушь за огромные деньги все-таки не будет пользоваться популярностью и не войдет в моду. Думаю, вы прекрасно знаете, что наш народ горазд на выдумки. Сейчас расскажу вам историю про одного такого мужчину. Короче, в Сахалине один подвыпивший вот такой вот молодой человек попал в поле зрения ГИБДД, ему пришлось от них скрываться. Но самое интересное, как он это сделал. Он как бы сбежал в воду и 6 часов стоял там, ждав, пока сотрудники исчезнут. Если честно, у меня с этой историей ассоциируется игра в GTA, когда ты, знаешь, должен где-то затаиться, когда ты набрал несколько звездочек, и за тобой охотится полиция, и вот нужно где-то затаиться, чтобы эти звездочки упали, и тогда ты можешь спокойно идти дальше, какая-то такая же фигня. Но история закончилась тем, что в жизни так не работает, и сотрудники ГИБДД просто дождались, пока мужчина этот замерзнет, а когда он вышел из воды, они уже просто взяли и арестовали его. Ну и продолжаем тему странного поведения на дороге. Один скейтбордист получил черепно-мозговую травму от копыт коня. Но нет, он не случайно разозлил лошадь, а потом пытался сбежать от нее. Он, наоборот, подошел к ней непозволительно близко. Ну и, в общем-то, не подошел, а подъехал. План у чувака был такой. Он хотел на скейтборде, присев, проехать под лошадью. Но, видимо, родители его в детстве не учили, что нельзя к лошади подходить сзади. Пожалуйста, давайте сделаем паузу и прямо сейчас отпишитесь мне в комментарии люди, которым в детстве родители говорили это, что нельзя сзади подходить к лошади, блин. Потому что, естественно, как только лошадь увидела или почувствовала, я не знаю, как конкретно они это делают, если честно, человека сзади, она сразу легнула его так сильно, что, собственно, чувак получил эти свои черепно-мозговые травмы и урок на всю жизнь, надеюсь. Ну и напоследок, как всегда, хорошая новость о том, что блогеры могут не только сорить деньгами, но и помогать ими. У оператора Frame Time, это тот человек, который снимает Моргенштерна и Литвина, случилось горе в семье. Его бабушке из-за тромба ампутировали ногу и нужна срочная помощь в реабилитации. Так вот, Слава Мерлоу и Бастер не остались в стороне и отдали парню 600 тысяч рублей. Так что есть еще в мире добро и порядочные люди, которые помогают своей команде, если вдруг у них случилось несчастье. Респект таким пацанам! Ну а на этом у меня на сегодня все. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на этот канал и делать эту кнопочку серой. А мы с вами увидимся очень-очень скоро. Пока!